Всем привет, друзья! Сегодня хотим показать процесс создания вот таких рисовых парусов. Мы такой декор любим, смотрится он всегда привлекательно и достаточно прост в исполнении. Нам понадобится рисовая бумага, которую можно приобрести в гипермаркетах в отделе «Все для суши». Она выглядит вот таким образом. В сухом виде эта бумага очень хрупкая, но если ее намочить, становится мягкой и податливой. Можно брать абсолютно любого производителя, паруса из нее всегда получаются отличные. Бывает, что лист рисовой бумаги немного потрескавшийся, но это абсолютно не страшно, так как во время формирования все дефекты можно скрыть. Также нам понадобится не сильно тонкая проволока флористическая, обычная вода и водорастворимый краситель. Итак, что мы делаем? Опускаем лист рисовой бумаги в емкость с подкрашенной водой. Можно оставить в воде на секунд 30, так быстрее бумага впитает в себя влагу. Либо сразу положить на силиконовый коврик и подождать, пока лист размокнет и станет податливый. Формируем фигуру и затем вставляем флористическую проволоку, которую мы согнули вот таким образом. Проволоку нужно вставить в намокший лист рисовой бумаги и затем просто закрепить пальцами. Пока рисовая бумага мокрая, все действия делать очень просто. Проволока нужна обязательно, так как это будет являться дополнительным креплением к торту. Если делать без проволоки, то есть вероятность того, что во время транспортировки рисовый парус просто отвалится от поверхности торта. У нас такой случай уже был, поэтому делимся с вами способом, как избежать такой ошибки. При помощи прищепок закрепляем коврик в нужном положении. Таким же образом делаем следующие паруса. А также рекомендуем сделать дополнительный декор более мелкого размера. Просто разрежьте лист вафельной бумаги на 4 части и сделайте все те же действия, только с более мелкими кусочками. Это нужно для того, чтобы в процессе сборки декора на торте было бы легче закрывать пустоты. Также можете поэкспериментировать с цветом и сделать паруса разных оттенков. Затем нужно высушить паруса. Сушить можно в духовке на противне при температуре около 40-50 градусов на конвекции с слегка приоткрытой дверкой. Так как паруса объемные и занимают большое место на коврике, можно немного подсушить в духовке вот до такого состояния, а затем переложить на другую емкость и так оставить на ночь при комнатной температуре. Пока паруса еще не до конца высохли, можно немного изменить форму либо направление проволоки в нужную вам сторону. Если у вас есть сушилка для овощей, все паруса можно сделать сразу в ней одной партией. А также, если в вашем помещении низкая влажность, то все можно сушить при комнатной температуре. Время высыхания будет зависеть от влажности в помещении. В среднем должно уйти около 12 часов. В духовке и в сушилке для овощей уходит несколько часов для высыхания. Вот такие готовые паруса получаются. Они полностью сухие, по текстуре более плотные и не такие хрупкие, как изначально был лист вафельной бумаги до намокания. Торт у нас выровнен кремом чиз на масле. Ссылка на приготовление такого крема будет в описании под видео. Мазки сделаны тем же кремом, закрашенным в розовый краситель. Чтобы закрепить данный декор, торт должен быть хорошо охлажден. Вставляем парус при помощи проволоки, а затем хорошо прижимаем к торту. Место соприкосновения торта и паруса дополнительно нужно промазать растопленной шоколадной глазурью. Вот таким образом наносим глазурь, прижимаем парус к торту и немного ждем, пока глазурь застынет. Если этого не сделать, есть вероятность того, что паруса могут отвалиться при транспортировке. Глазурь в данном случае используется как клей. Все следующие паруса крепим точно так же.
Дополнительно для декора мы заказали топпер из оргстекла с нужными нам инициалами. Придаем изюминку торту нанесением золотых элементов при помощи кондурина, разведенного в растительном масле. Плюсом декора из рисовых парусов является их легкий вес и то, что они не размокают при соприкосновении с кремом. И даже по истечению суток с ними ничего не случится. Из минусов это то, что рисовая бумага после высыхания становится очень твердой и абсолютно не имеет вкуса. И, как правило, такой декор просто выбрасывается. Дополнительно украшаем вафельными бусинками в шоколаде. Вот такой необычный воздушный декор у нас получился. Надеюсь, наше видео было вам полезно. Будем рады, если поставите лайк за наши старания. Желаем вам успеха в ваших начинаниях. До новых встреч!